А? Михалыча машина. Вот. Вступительное слово предоставляется мастеру спорта международного класса Советского Союза Александру Михайловичу Сконникову, заслуженному тренеру России, отличнику физической культуры. Заслуженному работнику. Заслуженному работнику. Званий очень много. Всех не перечесть. Да. А самое главное, чтобы человек был хороший. В зале Кунцево в 97 году я приехал сюда, в Москву, в Московскую область служить, в ракетные войска. И вот этот тот дядечка Александр Михайлович Сконников проявил, как сказать, благородство, так сказать, усыновил меня и устроил этот Кунцево. Вот здесь я занимался под руководством Михайловича, получал денежки, познакомил меня с очень многими хорошими людьми, которые потом мне помогали тоже. Вот, а вот на этом помосте я толкнул 260, правда, со стоя, другие, помнится. Да много здесь поднимал хороших килограммов. Да. Первый здесь тягу сделал 30 килограмм, когда на 3 раза. Михайлович меня, конечно, здесь истязал. Да. Жалел еще тебе. Да ладно, чего вы жалели? Я тут такие нагрузки, перегрузки здесь испытывал. Да, это нормально. было дело. Зато хороший был. Да, я как тренер старался создать ему максимальные условия, чтобы ему было комфортно, чтобы он тренировался, ни о чем не думал. Но были сложности, но мы их преодолели, дошли до чемпиона России неоднократно. Мечта наша была стать чемпионом мира, но не по нашей, так сказать, вине. Да, а почему не сказать? Не по нашей вине. Вот. Так что в тройку сильнейших мира мы входили, как бы там ни было, по нашим результатам. Вот. Прилежный Миша ученик был? Ну, не сказать, что чересчур послушный, но нормально как бы. Находили с ним общие и шли к цели. Дойти к цели, стать чемпионом страны. Сегодня вот у нас такая планка, только то, что чемпион мира это. Чемпионом страны-то надо стать. Это не каждому дано. Вот. А если человек еще завоевал 7-кратный стал или 8-кратный чемпион страны, это вообще это подвиг спортсмена. Только это не оценивается чиновниками, а кто это знает, как, допустим, Александр Михайлович, как это все достается. Когда я в свое время тоже так же выступал, вторым был в Союзе. Вот. Второй в Союзе, это считалось очень прилично. А сегодня становится человек чемпион страны, и вроде у нас немножко такая планка заниженная. Вроде, ну что, не чемпион мира или Олимпийских игр. Исполнить как бы. А чем заряжен это? Заряжен тем, что Миша мне сказал, что придет меня поснимает, а я уже ночь волновался, настраивался. Да, настраивался. Что-нибудь сейчас покажем, что в 60 лет можно сделать. Вот. Когда я с Мишей ездил на сбор, я тоже немножко так тренировался. На селедочке с картошечкой. Вот сейчас 90 килограмм разомнемся и пойдем дальше. Поэтому Миша стал таким сильным. На тренера смотрел, что он у него крепкий. А это очень дополняет. Или смотреть на тренера, который с животиком, или худенький сидит. А вот когда такой тренер, это, наверное, будоражит спортсмена. Да, еще тренеру с животиком и худенькому тренеру уже можно уже всегда ответить. Да. А такому ничего и не скажешь. Да.
Миш, ты тоже погляди. 140 килограмм-то. Михаил, что они быстро на 110 сели? Да. Что торопишься-то? Нормально все. Опа! Тут голубчик. Ты помнишь, Михаил, какой говорит, ты, Миша, не думай зря, что попал на тихоря. Я тебя сделаю аккуратно втихаря. Да. Я тут прочитал. Ты помнишь, Мишань, как все начиналось? Вот так и жили. Плохо ли было, хорошо, самое главное, частушки, прибаутки. Михалыч, вспоминаете, так скажем, времена, я не скажу, что были трудные, классные времена были. Да. Может, кто-то думает, что втихаря что-то ем. Пусть я бачу сдам и на 100 тысяч поспорим. А что 100 тысяч? 200 можно. 100 мне. Да. Давай-ка. Оп! Да, и сосед сможет встать. Хватит, наверное. Здоровый, что ли? Да, хватит. Хватит. Запас есть. Возможен ли спорт без фармы? Без фармы? Ну, до определенного момента. Раз такое, вот вы сейчас такой задали вопрос, который многим задают. Я всегда отвечаю так, когда мне представляется возможность, вот. Это не говорит о том, что даже если я буду применять, и мне это такие прям рекорды, ведь можно, да, многие применяют, что тут скрывать, вот, но поднимают единицы, или там бегают единицы, или плавают единицы. У нас вот немножко здесь, вот, если вглубь посмотреть, все сразу, вот он сожрал там что-то, вот. Не будет таланта, не будет трудолюбия, ничего это, ни фарм никакой не поможет никогда в жизни. Московский комсомолец недавно. Статья была. Михалыч, где ваш Мерседес? А? Где ваш Ты новый? мне обещал купить Мерседес. Ну, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы, я думаю, как минимум на Мерседесе должен ездить. Нет. Я почему и крепкий. Я ездил на электричке, трансфер, пешком хожу. Вот вся жизнь моя вот в этом. Надо больше работать, и будешь крепким. Лет, Александр Михайлович, таскает эту штуку. С 15 годов, как колючий трактор начал поднимать, так вот и... Вот спроси, почему это мне нравится. А? Почему, Михалыч, вам нравится? Вот нравится, вот все, вот, да? Нет, это на самом деле иногда задумываешься, можно стать чемпионом мира, Олимпийских игр, и потом бросить и не заниматься. Вот это как называется? Это коллаборационизм. Да, это что-то тоже вот. А вроде как бы жизнь на этом заканчивается, а жизнь не заканчивается. Ты идешь вперед. Вот не осуществилась моя мечта, так же, как у Миши стать чемпионом мира. Он сегодня продолжает. В силовом экстриме он себя нашел. Вот эту нишу, которую я как тренер, помимо того учеников, я себя поддерживаю вот этим. Я живу, как будто мне не 60 лет. Ну, в душе ты все равно, как бы ты, как мальчишка, даже не занимаешься спортом. Но когда ты еще плюс занимаешься, когда ты пойдешь, помоешься, вообще забываешь про возраст свой. Это просто надо продолжать. А себя немножко угнетает человек. Угнетает, что вот я когда-то в молодости что-то поднимал. Вот надо сегодня поднимать потихоньку. Когда не говорит о том, что кому-то что-то показать, просто самому себе
доказать, что ты можешь. Можно и сейчас 140 сделать и закончить. Но хочется и побольше, потому что от того, что ты побольше сделаешь, идет какой-то такой... Кайф. Да, кайф идет. 160 килограмм и не чует. Михаил, сколько весит? 77, 78. Хватит, наверное. На дошечку-то можно. Попробуй. Конечно. Сделал! А? Красавец был! Ну, молодец. Легче даже, чем... А почему без ремня принципиально? А? Михалыч, Почему без ремня? А я всю жизнь без ремня. Как вот начал, один раз попробовал, одел, он мне как бы мешает. Поэтому я вообще от ремня отказался, и спина сильнее становится. ни крыши, ни хера же нету. Ничего нету, славьте Господи. Слава Богу. Слава Богу. Ух, 200 кило. Вот вы почувствовали вот то, что создана немножко такая атмосфера? А вот представь, я если сейчас 110 толкаю, а на соревнованиях я еще больше заведусь. Вот это вот есть мастерство. Это спортивный кураж. Да, такой кураж, все вот. Вот видите, вы сейчас это создали у меня внутри. А? Потолкаешь чуть-то? Ух, потолкать, не знаю. Надо, Михаил, чё? После тебя сейчас полетит. В таком возрасте только надо поднимать легко. Правильно? А тяжело, это уже по возрасту нельзя, потому что можно травму получить. Вот вы же не спрашиваете меня, почему, вот это же небезопасно, да? Это надо ощущать свой организм, чтобы подойти 200 килограмм оторвать или 160 присесть. Ты должен ощутить, сможешь ты это сделать или не сможешь. Вообще, калиненько и банально, если желчь медицинская людей. Вот все. Калин где-то потянул. Желчь медицинская. Гемоглобин рассасывает. А мы с холода прилетели. Ну, что, пойдет? Да что ты? Не работает рука и все. Вот 100 кило. Александр Михайлович, 100 кило толкаешь, мужик. Как я всегда ученикам своим говорю. Отлично, отлично. Когда наберу помощь, но сейчас не надо будет. Какой есть Юлия, есть. О, держи, голубчик. На этом концерт закончил, чуть спины грузил. Можно было десятку. Не, больше не хочу, Миша. Все. Ну, еще соточка нормально тоже. Да, не, ну что, я просто это, спина нагрузилась уже. Чувствую, так-то вылетело хорошо. Можно 10, конечно, подойти. Как всегда. Да. Ладно, ставьте 20, убирайте. Давай.
Давай, Михалыч, за пятерочку, десяточку толкни. Давай. Вот давно бы стимул, Миша. Кипит кровушка. Я все жду. На 200 миллионов. Вон, снимай. А то говорят, 60 лет, что уже от спорта печень отвалится в 30. Что не стоит? Надо спросить. Да я думаю, что это все только поднимает. Там с тестостероном все нормально. Даже спрашивать не надо. Вот и все, ну. Ногами как Да, вообще. слушай, тренер. Ну давай на другого переключать тренер. Михалыч, давай! За Советский Союз, за Рязанскую область. А ничего. Что ты про плечо есть? Не. Не, зараза. Чуешь? Высоты еще хватает. Локти не подверну. Ну, как правило, в принципе, в тяжелой атлетике вот, имеет значение огромная техника. Вот, поднимает за счет техники. Вот. Сила играет тоже роль, но как бы чувство хорошее на штанге тоже должно быть. Давай, Вот, ногами мощно. держи! Вот это. Вот это. Где ты угробить? Да его не угробишь, блядь, ничем. Да слова такого нет, блядь. Угробить Михалыча. Сколько раз в неделю вы тренируетесь? 3 раза. Ну, бывает такое, когда желание есть. Ну, особенно вот это, как бы называется у меня, разминка. Это вот если сегодня я сделал там, можно сказать, проходки, так скажем, там присел, потом тягу сделал. А так я вот на таких больших весах я не тренируюсь. Я себя поддерживаю там на небольших весах. Также я люблю классику поделать. Тягу люблю сделать, поприседать, чтобы ноги были в форме. Ну, просто себя держишь вот в тонусе. А вот сегодня как бы эту вот проходку сделал. Нашу душу нельзя ни понять, ни измерить. Если парус порвет самый яростный шторм, это русский характер помогает нам верить. Это русский характер с двухглавым орлом. Ну, сила-то она, в принципе, начинается с молоду, да, и как бы, да, она угасает, ну, как бы там-то, если есть такая возможность, ее поддерживаешь. Естественно, здесь я уже, наверное, говорил, здесь чисто психологически немножко это, как ее организм. А так все нормально, ведь у нас через мозг подают мысли в мышцы, и это мозг заставляет наши мышцы работать, все, как бы. Вот. И здесь, чтобы сохранить силу до возраста и до 70, и до 80 лет, когда есть соревнования у нас по ветеранам, да, там и 80 лет выступает. Вы участвуете в них? Я не участвую, я как бы участвовал один раз. Ну, я маленько так в этом разочаровался, потому что это надо спонсоров искать, это деньги на это надо свои тратить. Государство пока еще у нас как бы не обращает на это внимания. Ну, как бы, может, Господь даст, когда будут выделять деньги, мы будем ездить. Отдохнем, когда сдохнем. Готов? Да, Михалыч? Да. 4, 5, 6, 7,
8. Еще. Не, хватит. И так отлично. Дядя Гена. Как спор поднятие тяжестей не ново в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сжимаю, овации услышу или свист. Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Держать! Молодец! Красавец, Мишатка. 100 кило одной рукой. Соточка. Да, все. Это первый раз ты так в жизни? Первый раз. В жизни? В жизни у меня 110. 110? Это Но я думаю, что я могу сейчас 110 не порвать. надо, отлично. Но не буду. Это такой, это мне приносили вызов на World Classic 2015 в рывке. Одной рукой рекорд поставлен был в 1931 году, не знаю кем, не помню кем, 1931 год, 115 килограмм. Вот. Как-то так. Буду готовиться теперь, блядь, на World Classic в этой фигне. Вот это называется рудиариус. Ну, я хочу вот там приглашение получил, сегодня получил. Вот на будешь одной рукой, Поэтому да? вот это, да. Ну вот там ты можешь и 110, и 115. Поэтому вот это и есть рудиариус. Выступаешь там, где хочешь. И пофиг. Красавец, Мишаня. Так и продолжай. Михайлович, вам соточку посвящаю. Да, спасибо. Вот смотрите, да, я вас раздражаю, да, ребята? Многих раздражаю своим поведением. Вот вам ответ на все вопросы. Я не ездил никуда. Никуда не брали, потому что я, сука, раздражал. Я, сука, раздражал всех. Миша вообще неординарный спортсмен. То, что у него после штанги у него получилось в других видах спорта, это можно сказать, что так должно было быть. Потому что когда, находясь с ним на сборах, он мог и пробежать, он мог и поплавать, и в футбол поиграть. Миша разносторонний. Вот такой должен быть и спортсмен. Почему он добился неплохих результатов и в других видах спорта, в силовом экстриме. И это можно сказать, парень на все руки, можно сказать, в спорте. Вот. Это уникально считается в спорте. Он красавец, просто красавец. Чем еще у тебя есть ностальгия по залу? Поэтому. Или по тому времени? У меня по всему времени, у меня не было ни дня, чтобы я не вспоминал людей, особенно когда я ничего не делаю, вроде кажется, что я ничего не делаю, там в самолете лечу, там ожидаю чего-то, там самолета ожидаю, или там еду в такси, или еду в машине, или там засыпаю, ложусь. У меня всегда воспоминания лица. Лица всех, кого я знал, кого я знаю. И этот зал, вот этот Кунцевский, это одно из самых таких мест, когда я вспоминаю всегда помню людей, которые здесь были. Я здесь такие, я даже не помню, с какикратной я Москвы чемпион. А то мы всегда говорим, с какикратной. Это было 10 лет назад, когда ты здесь вырвал 210 и 245, и это считали, что это вообще не результат. Ну вот я уже об этом говорил, у нас вот чемпион. Да, кстати, я 210 в этом зале вырвал. Да, вырвал 210, 245 толкнул. 134 вес. Который сейчас вот это результат 15 лет назад был. Ну это все как бы, я уже говорил. А так, ну конечно, я здесь жил в гостинице, были такие времена. Мне зима нравилась, Кунцевская. Мне нравилось у Михайловича жить. Придешь на кухонке у него ночевал. Ну, рядом с холодильником. Рядом с холодильником, самое главное. Вот, там на Можайском 629. Отношения были. Квартира 122. Какое? У меня? Да. 152. 152. У нас хорошие были взаимоотношения. Вообще, вот как тренером, нельзя таким быть. Надо немножко быть другим. А здесь
выполнение функций и тренера, и отца. Вот. Потому что для спортсмена, как Миша он приехал, ему надо было немножко, вот почему там и все пошло, не надо было сильно его тренировать, у него и так было желание. Ему просто здесь маленько надо было создать условия такие, чисто человеческие. А парень здесь служил, там ни денег, ничего, там голодный, холодный, и вот нашелся, как он... момент да. Вы поддержали Георгий иногда говорит, Николаевич Манжос, Царство Небесное, да, который создал Семенович Каракотов, который служил в армии. Здесь правильно, Миш, ты говоришь, здесь не один человек участвует. Вадим Борисовичу Белову большое спасибо, директору этого зала, который у нас финансирует. Не один человек участвует. Мусорским ребятам, всем, которым красноярским. И Миша никогда не забывает. Не забывает, иногда, может быть, немало говорит про своего тренера, но как бы ничего, все равно. Он вас всегда подписывает как своего тренера. А это, мне кажется, много значит. Нет, вот самое главное, он искренне говорит, там, хороший дядька, и это вот мне больше это импонирует, чем сказать, вот как тренер, он там великий, там или это. Вот здесь мне больше импонирует, что вот хороший дядька, вот это вот самое главное. Вот. Тренером можно быть великим, но деспотом таким. Дядьком плохим. Да, дядьком плохим, он совершенно правильно. С нас погоны срывали, нас жгли и косили, но мы снова вставали за погостом погост. Нас нельзя победить, с нами Бог и Россия. Нас учили не ползать, а стоять во весь рост. Мы шагаем в огонь, чтоб сгореть, но вернуться. Перед нашей атакой неприступных нет стен. Это русский характер не дает нам согнуться. Это русский характер поднимает с колен. Все. Тренировка в легендарном спортивном комплексе Кунцево закончена. Не отмечен грацией мустанга, скован я, в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Где мы сегодня, Миша? Мы сегодня в Люберцах, в зале, который, наверное, динозавр среди всех качалок страны. Атлетический зал под названием «Титан». С интернет-адресом www.titanluber.com.